Не снимай, не выкладывай. 6 апреля, девчонки, мальчишки. Едем на базу. Будем пропаивать все соединения, которые были посажены на коннекторы. То есть какие-то другие коннекторы я не могу придумать, что там сделать. Мне не хватает ни фантазии, ни средств. Что-то там на богатом, какие-то супер-пупер коннекторы какие-то покупать туда. В общем, я решил тупо пропаять все соединения. И надеюсь, всем, кто мне писал, что ты сделал херню, эти люди будут довольны, что вот теперь все круто. Я вчера помыл машину. Конечно же, сегодня будет дождь. С утра уже накрапал, сейчас все в тучах. Ну, мне все равно. Я если задумал что-то, меня уже не остановить. Терпеть ненавижу грязную машину вообще. Свалка. Ничего доброго тут нету. Сколько получается? Прошло недели-две с тех пор, как я поставил эти коннекторы, как я переделал всю проводку. Сейчас залезем, посмотрим, как оно, в каком состоянии. Ослабилось, не ослабилось, просто интересно. Не снимай, не выкладывай. 16 градусов. Так, легко сказать, да? Сделай. Это надо сейчас опять все разобрать, вытащить полосу. Там у меня две скрутки получается. Ну, как скрутки, два коннектора под этой находятся. Сейчас я немножко угол тут разберу. А еще прикол то, что у меня бложик разделен на две части. То есть те, кто увидел сейчас только первую часть, вот, они начинают уже писать, что ты там все сделал так и сяк. Во-первых, я не хочу делать никаких коробок распачных. Я даже не понимаю, где мне ее сделать. Типа, я сейчас просто возьму этот провод приходящий. Просто припаяю ко всем. Как будто это один провод идет как бы везде. То есть проводка с ламп у меня приходит вот сюда, в вилку. То есть этот единственный провод, который сейчас приходит сюда, он соединяется только с двумя проводками, которые идут на розетке с этой стороны и с той. Все, то есть. И я его сейчас просто припаяю. А те провода, которые приходят к лампам, я их тоже там спаяю, коннекторы. Сейчас разберу это все потихонечку. А еще я прекрасно понимаю, что многие смотрят не весь бложик. То есть они смотрят только начало, например. Их там триггерит какой-то момент, и они перестают смотреть. То есть многие увидели вот эти две скрутки огромные, написали мне вот такую вот простыню, что ай-яй-яй, как ты так можешь, вот это вот все. А дальше смотреть, где я эти скрутки, собственно, вырезал и сделал вот коннекторы, дальше смотреть нафиг надо. Так что вот сейчас мы эту стеночку немножко опять распакуем. Вот. Жалко, конечно, но делать нечего. Просто получаю все больше и больше комментариев, что эти коннекторы расслабятся и там будет нагрев происходить. То есть, поэтому сейчас просто запаяю это все наглухо и все. Так. Раз, два. Тут длинный, там короткий. Блин, сейчас упадет. Ну, все прикручено. Прикручено все. Даже не думает ослабляться. Ну, припаяем, хрен с ним. Наоборот. Ну, в принципе, какая нахер разница. Так, вот тут самое говно. Вот это
раз розетка, допустим, справа, это розетка слева. И они в одну соединены. Так. Это у меня фонарики, которые вот идут на вилку, вон на ту. Здесь получается многожильный и одножильный провод. Проблемка. У меня два удлинителя. Один удлинитель вот. Придется его оторвать от стены. Так. Пытаюсь вот свет себе тут притулить, короче. Второй готов. Так, надо потихоньку вылезти отсюда. Опа. Собака что-то сидит. Осталось вон тут спаять. Там немножко сложнее, там, где в одну надо. Вот так вот, короче. Так. Ну, а эту тоже надо будет спаять. Это лампочки. Вот эти вот. Сейчас с этой разберусь сначала. Ой, устал, как собака. Фу. Ну чё, довольны теперь? Канифолью воняет, капец. Не снимай, не выкладывай. Задолбался. Силы уже нет, короче. Нахожусь и работаю вечно какую-то. Сам не найду, так подписчики найдут. Так. Там что попало? Попало. Все. Видишь, какая елка. Развешиваем теперь. Еле успели добежать до машины. Сегодня никого нет. Я, короче, закрыл дверь на ключ. Пошумел там в коридоре. Тишина. Поехали домой. Возле дома погуляем, если дождик перестанет. Не снимай,
Не выкладывай. 7 апреля, девчонки, мальчишки. Мчимся на базу. Каждый раз после переобувки приходится привыкать к ощущениям на руле. Дядька семерку сохранил в нехилом таком состоянии. А может, реставрированная. Хрен ее знает, короче. Но выглядит бомбически. Я посмотрел на табличке под капотом. Код краски, код цвета. И по этому коду купил баллончик. Заказал, вернее. Придет, попробуем. В общем, первое, что хотел попробовать покрасить, эту заднюю вот эту полоску. То есть накладку. Потом попробую покрасить крыло. Если цвет подойдет, то будем крыло красить левое. И менять его заодно. Я вообще, если ты понял, обожаю красить. То есть подготавливать к покраске, красить. Это для меня какое-то, знаешь, волшебство. Особенно, когда получается. Это вообще очень круто. Я прям кайфую от этого. Вот. Но единственное, с чего я могу красить, это с баллона. То есть по-нормальному это должна быть краска как бы двухкомпонентная с отвердителем, да, насколько я понимаю, там все это смешивается, растворитель, отвердитель, что там. Я не особо вникал, потому что я крашу только с баллонов. Если бы у меня был компрессор и краскопульт, я бы, может быть, вник в эту тему. Опять же, красить я могу только на улице. Вот, попервах как бы сильно переживал за то, что, например, я не смогу нормально покрасить какой-то элемент, что я крашу на улице, поэтому, там пыль и все такое. Но наткнулся на канал чувака, который ездит в Англии на выезд. То есть он прям дождь, не дождь, он прям на улице это все делает. Зима, лето, неважно. То есть краску он сушит феном, если это зима. Если это ветер и пыль, то он полирует как бы. Или, допустим, вот ты нанес некоторый слой, допустим, грунта, затем ты мелкой наждачкой, вообще мелкой, тысячной, типа затираешь этот грунт, делаешь его гладким. Если на нем была какая-то пыль, ты ее всю стираешь. И также поступает он с базой. И потом с лаком. И полирует. И в конце концов ты вообще не скажешь, где это было сделано, на улице или в камере. Не снимай, не выкладывай. Интересно, как только отопление вырубили, сразу появился запах. Это непонятный. Будем его вытягивать отседова. Так. Вот прикинь, да? То есть вот эти были скрутки, помнишь, какие были? Мы тут, получается, включали пушка. У нас пушка была, пушку включали. И чайник включали. И у нас газ свет. То есть выключался автомат. Представляешь? Вот. Но ни одна из скруток не полыхнула ни разу. Такие дела. Так, вот. И еще что хочу сказать. Что вот на серебристом кубейке было покрашено левое крыло почти полностью мной. И залакировано с баллона, то есть. Основное отличие красок с баллона это то, что они очень жидкие. В них очень много растворителя. Вот, там немножко другой стиль выкраса должен быть. То есть, если, допустим, когда ты покупаешь краску в банках, ты ее заливаешь в пульверизатор, например, смешивая с растворителем, она все равно густая. Ты можешь прям вот держать вот так над поверхностью, буквально в 10-15 сантиметрах, и вот так вести. То есть из баллона ты будешь вот так вести, ты просто нальешь лужу, понимаешь? Поэтому там это делается вот так. То есть немножко быстрее. И есть еще проблема с лаком. Лак, он обычно идет двухкомпонентный с отвердителем. И он очень густой. Его прям накладывают так же. Но в баллоне он супер просто жидкий. Понимаешь? Я вот прям, когда лаком покрывал, я прям боялся передержать где-то, понимаешь?
просто потекет все к ядрене фени. Просто из-за большого количества растворителя поднимет нахрен краску, понимаешь? Если ты не дал этой краске высохнуть нормально. То есть ее поднимет, а обычно лак кладут же, ну, на мокрый слой основы. Разве не так? Может, я путаю что-то? Чтобы он с основой сцепился. Первый слой лака кладут на мокрую. То есть ты зафигачил, у тебя межслойная сушка, по-моему, меньше, чем просто вот ты краской красишь, слой бахнул 20 минут, слой бахнул 20 минут, слой бахнул, там 5 минут и лак. Насколько я в курсе, это делается так. Это моя система обогревания помещения. Так, куда я тебя прицепить-то? Чтобы тебе попроще было. Так вот. Хрясь. Хрясь. Вот ты смеешься. Давай посмотрим, сколько градусов. 15 кое-как. Посмотрим, что будет через 10 минут. Ну, пускай молотит. Короче, дело еще вот в этом. В резике. Смотри. Ну, понятно, короче. Замудохаешься искать, где это. Блин. Короче, если хочу, чтобы тут что-то заработало, надо все разбирать и перепаивать. Каждый провод перепаивать. Вообще ни хера в этом не понимаю, прикинь. А может быть, этот динамик, на него провод какой-нибудь уже с усилителя типа приходит. Потому что ты можешь громкость, допустим, добавлять, он громче, тише делает. А если я просто брошу на него провод, на этот динамик, он будет постоянно на одной громкости бахать. Вот. Я не знаю, блин. Почему они не сделали здесь нормальные тюльпаны, просто чтобы подключиться к нему? Жалко выкидывать. Делать нечего. Придется, блин. Ничего не могу с этим сделать вообще. Под диваном что закину, пускай валяется там. Не снимай, не выкладывай. Пошла такая пьянка, короче. Не нравится мне, как она тут болтается. Попробуем ее достать. Вот эта вот шайба, короче, не должна тут стоять. А я его уже приклеил, этот болт, если что. Поэтому оно топорщится. Смотри, вот с этой стороны шайбы нету, видишь? А с этой есть. Сейчас будем удалять ее. Ну и чё ты? Нормальный болт. Специальный. Как так получилось? Ничего не понимаю. Болт заодно с шайбой. Как будто бы он должен был здесь стоять. Здесь другой болт. Просто без шайбы. Как так? Обычно эта часть двери страдает от ржавчины. Так, ну тут следует отметить, что вполне в неплохом состоянии. Не понимаю, в чем дело, короче. То ли эти заклепки они уже не держат, то ли что. Еще вот эту штучку сюда завел, видишь? А она отломана. Она, скорее всего, не должна быть здесь. Но здесь что-то было, видишь? И эти клепки не держат ни хрена. Вот, видишь, я их вставляю, а она тут же вылетает назад. Давай попробуем прикрутить, что там будет. Будь что будет, как говорится. Сейчас попробую клепки переместить отсюда сюда.
Тут, короче, с неродным болтом, с обычной шляпкой, есть такой нюанс. Если ты его перетянешь, он может провернуться и потом только выломать. По-другому никак. Ну, чуть получше стало, видишь? Получается, нужно просто заказать эти клепки. Я отсюда парочку убрал, сюда поставил. Ну и шайбу эту убрал, ты видел. Получается, нужно просто заказать вот эти хрени новые. И все. И вонзить их на место. Мы ее еще будем снимать. Краска придет. Поэкспериментируем на ней. Краска прям вот такая. Прикинь, в баллоне. Я уже жду не дождусь. Руки чешутся покрасить. Тут еще вот эта беда, короче. Отваливается все время. Ну, хлопаешь дверью, она отваливается. Надо не хлопать. Там тоже не хватает, надо заказывать. Хочу посмотреть, что там. Как днище себя чувствует. Как она пережила зиму. Ниша запаски. Очень интересная конструкция. Что ты, не едешь? Этот коврик. Единственное, что осталось от оригинальных ковров. Перекидка между передними сиденьями. Но так как он цепляется вот этими штучками за коврики, которые впереди сидений лежат передних. Поэтому он все время съераздивается оттуда. Короче, храню на всякий случай. Просто жалко выбрасывать вещи. Получше резиновых ковров всяких. Ублюдских. Полежи пока здесь. Что там, мусору? Так. Ну, вполне себе, слушай. Ну, это так, это бывает. Вообще жду рано или поздно, что здесь дырка появится, будем ее заделывать. Так, это как раз, это жижа в коробку, если что. Эту штуку вот я с собой беру на всякий случай. И масло с бутылки натекло, судя по всему. Пускай валяется. Вот снимаешь, когда насос, вот эту пимпочку отломишь, и все, капут. Сейчас, наверное, масло выложу, но нафиг тут не нужно. Еще и текет к тому же, блин. Зато это смазывает поверхностя, как говорится. Прикрученные провода теперь тут нафиг не нужны, по идее. Все в достаточно неплохом состоянии. Я так подозреваю, этот куб, скорее всего, красился. Хотя он внутри, куб не красится в цвет машины, в принципе. Он может быть снаружи любого цвета. А внутри может быть вот такого, или посветлее. Меня пугает вот эта вот хрень. Вот эта вот. Под ней может быть такая ржавчина быть, какую ты даже представить себе не сможешь. Поэтому я никогда не буду закатывать днище в шумку. Просто закатывать нужно практически новый металл. А когда ты закатываешь сверху ржавчину вот этой херней, у тебя там процесс идет, а ты не видишь. И он не проветривается никак к тому же. Я, блин, мог бы даже... Вот видишь, вот тут уже вылазит наружу эта ржавчина. Скорее всего, если эту херь оторвать, под ней будет дыра. Стопудово, зуб даю. А чтобы ее оторвать, надо весь салон разобрать, раскидать. Вот эту всю ботву скинуть. Наверное, летом будем заниматься этим. Поубираем эту херь. Такс. Вот, мохнатые палки шить. Эти палки, кстати, так, что заряжается, прикинь. На стриме спрашивали, с чего палки? Из шубы.
Натуральная шуба, кстати. Видишь, уже плохо пооблазила все. Самое время, мне кажется, уже новые сделать. А нитками просто ушивал вот так по краю, так чик-чик-чик. И с этой стороны. Короче, вполне работоспособный. Палки без атаки. Видишь, мех уже свалялся. И иногда получается с атакой. Ну вот, замысел был такой. Вот, в принципе, есть шуба. Можно еще понаделать палок. Мне эту шубу отдали. Надо, говорит, на тряпке. Я говорю, давай. Будем из нее делать подстилку собаки. Обшивку. Ну, такую обшивку, знаешь, на этот. Просто на кресло накинуть, накидку. Чтобы собака не кресло не морала. А морала вот это, например. Ну, только я что-то подозреваю, что она слишком тонкая. Это шубейка. А может, кто-то из вас считает, что эту шубу надо кому-то подарить? Например. Тяжелая. Такой, знаешь, такой пацан такой. На районе такой, прихрамывающий. По-моему, она мне идет. Чудо. Вот интересно, конечно. Многие пишут, зафигачь обучалку по тому, зафигачь обучалку по этому. А что самое интересное, ну, в основном пишут люди, которые сидят в обучалках, бложики не смотрят. То есть, если бы вы посмотрели хоть один бложик, вам бы стало понятно, что по вашим просьбам я вряд ли смогу что-то заснять. Например, вчера полетел такой запрос. Сними обучалку по регги. Ну, где вы видели, чтобы я играл регги? Я играл, может быть, босанову, и то с горем пополам.
день. Можно считать. Тут я наковырялся. Можно ехать домой. В последнее время в премьере никто не сидит. В чатике не общается. Наверное, стоит уже премьеру типа это не запускать. Просто открывать видосы. Все. Что скажешь хоть? Можешь хоть что-то написать по этому поводу, что ли? Или сейчас в Телеграме, наверное, спрошу, быстрее получится. А сейчас 7 апреля, чтобы ты понимал. А выйдет он в начале мая. Не могу нарадоваться, что куб у меня стал ехать. Раньше, как обычно, слегка прижимаешь педальку, вот так прям чуть-чуть, и он уже ехал. А вот до того, как я лямбду поменял... Ой, меня же забанят, блин. Это же, блин, Горан Брегович, он сразу просто за любую музыку банит. Насмерть. Короче, чуть прижимаешь педальку, и он уже газует. Не нарадуюсь, все, никак. Такой кайф вообще на самом деле ехать с открытым окошком. Какой-то вороний кайф реально. Ладно, давай, до завтра. 8 апреля, девчонки, мальчишки. Помнишь, я тебе сказала, да, но начальство у нас поменялось. В общем, они мне сегодня позвонили и сказали, во-первых, завести себе Макс, потому что у них там чат. И что ты вот скажешь им на это? Типа, у меня нет Макса, и я не хочу его заводить. Ну тогда вы будете не в курсе, мы туда типа будем платежки скидывать и все такое. То есть, ну и что мне делать? Придется опять его устанавливать. Смешно, блин. Это ладно. Помнишь, 2 месяца назад я бегал на сверку в эту бухгалтерию? Все, бухгалтерия, эта бухгалтерия теперь к нам не относится. Теперь я должен бегать вот к этим 2 мужикам на сверку. Представляете? Ну, то есть это теперь наши начальники. Я должен опять схватить все вот эти бумаги, подбить всю подборку чеков, короче, и мчаться к ним, распечатать еще вот эту всю байду, короче, и им отдать. У меня просто башка наперекосяк, я не знаю, что мне делать. Это просто, знаешь, лучше не становится с каждым днем, просто становится хуже, просто реально становится хуже. Нахера мне эти геморрои все вот эти? Просто големейшее западло. Снимал со стены договор, и он упал за диван. Представляешь? Как я его сейчас оттуда достану? Я не понимаю. Не представляю себе даже. Этот диван весит хер его знает сколько. Так, ну... Из дивана я вроде бы все выгреб. Это что такое? Упаковка какая-то. Надо мусорку отнести. Сейчас буду геморрой себе наживать. Что там только нету, жесть. Так. Баннер какой-то, прикинь. Тоже все в мусорку. Где договор-то, ядреный батон, блин. Ух. Ну такое, блин. Фух. Одно унес. Тяжелое, капец, просто жесть. Фух. Так, сейчас я. У меня же все чеки у мамки в телефоне. Фу, это все надо отскринить. Господи, как задолбал этот геморрой. Вот пока единственный год, который пока сошелся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Давай посмотрим. 5000. 5000. Прикинь, целый год 5000. 10, 20, 30, 40, 50, 60 косарей, короче, лежат. Так, это 3-й год. Вот 4-й. Это когда начальство сидело в том кабинете. Я приходил, брал бумажку, отдавал деньги. Все на мази. Начальство сидело в кабинете.
Вот тут могут быть уже начаться проблемы, как бы. 24-й год. Сейчас также разложу. А в 25-м вообще хрен пообидишь. Кого-то что-то не хватает, что-то в WhatsApp, что-то в Телеграме. Короче, у меня уже истерика это все искать. Так, 3-й год отправил. Раскладываем 4-й. Интересно. Также будет на мази все. Если не так, то я вздернусь. Я не знаю уже, что делать. Просто реально. Меня бесит эта вся ситуация. Так, тут 3 месяцев не хватает. Я просто пожалел свою жопу и не стаскал ее до бухгалтерии лишний раз. Вот почему я себе всегда говорю, что ты сейчас поленился, тебе это аукнется, будь здоров просто. Сейчас бы я вот эти бумажки сфоткал сраные и отправил без проблем. А теперь мне надо будет часами сидеть в истории в банковской и выколупывать это. А это еще у меня банкротства не было. Получается, это у меня в Сбербанке. Сейчас, кстати, полезу, поищу. Ну что, докладываю, подбил, короче, все счета, которые до начала банкротства платил я. То есть все, что у меня имелось на телефоне, я подбил. Теперь все остальное буду отправлять то, что у мамки на телефоне. Пойдем, собака, погуляем, что ли? Вот, мы в саду сейчас. Сейчас они приедут, я сяду, начну подбивать. Ну-ка, замри. Ну, замри, елки-палки. Пошли. Потом что-нибудь наиграю тебе. То же самое, что уже играл 300 раз. На улице жара. Красавчик мой стоит. Забор, прикинь. Это как так-то получилось-то, а? Что его так вкопали. Ну, жесть, конечно. Пошли, собака. Так уже клещей, наверное, насобирали всех, каких можно только. Шарохаемся тут с собакой. Подбил, короче, все чеки. Сейчас будем это... Мамка приедет, будем подбивать остальное. А эту вставку почти незаметно, кстати. С этой стороны порог нормальный, крыло поменяем. А с той стороны порог надо будет заделать. Короче, он ржавеет за каким-то хреном. Сейчас краска придет, я крыло зачищу, короче. Слоев 2-3 бахну, залакирую и поставлю его сюда, короче. Такой план. Блин, обосрали капот, прикинь. Эй, собака приводит. Хотя этот капот буду перекрашивать или вообще менять в идеале. Видишь, это я его красил с баллона. Один хрен с говном как так есть. Ну такое. Короче, твердо решил тебе что-нибудь сыграть. В общем, играл, И тут, короче, вспомнил, что эти треки хрен найдешь где. Я их, по-моему, из компа удалил. Если попробую, я взял телефон, попробую с телефона их скинуть на комп. Это такие ученические треки, то есть просто минусовка без барабана. Вот, сыграл несколько вариантов. Посмотрим. В общем, сижу, играю, сам думаю, как ты будешь эту музыку искать потом, интересно. Ладно. Я, короче, заканчиваю на этом свой бложик. Всем спасибо за просмотр.
И пока-пока. Буду ждать родителей, буду подбивать платежки. Надеюсь, все будет хорошо. Пока. Я тебя люблю. Я уже ненавижу, ненавижу, ненавижу.